Ну и что, как вам жить друг с дружкой? Ну, с ним страшно жить. Почему? Я, если честно, такого не видела. Тут просто Новый год, а ну вот посмотрите. Делаем контент. Даяна накладывает еду. Ого, реально ты много ешь, Даян? Ну, Даян, ну серьезно, ну нельзя же так. На Инте будут говорить, что еще там, на Мегафоне, вот, в прошлом году, в 18-м. Can we go into... Take one of Shiver's phones. Highlight of my day today. Это ты, Гуччи Ген? О! Вот этот разговор. Всем привет! В Москве уже новогоднее настроение. Я вместе с парнями нахожусь на последнем турнире уходящего года Мегафон Winter Clash, и сегодня проходит групповой этап. Прямо сейчас парни готовятся к первой серии Best of 3 на сегодня против Secret. Группы проходят в отеле одним днем, и сейчас я покажу, в каких условиях живут наши парни. Здесь классные обеды, а еще здесь есть тематическое вино, смотрите, тини, прикольно. Тут не только тини, тут еще майот есть, ой-ой-ой, прям то, что надо. Ладно, мы не рекламируем алкоголь, пить плохо, ребята. Я, если честно, такого не видела, тут просто Новый год, а ну вот посмотрите. Я вот даже не знаю, что это такое, похоже на холодец, но холодец вот. Представьте, европеец приезжает, а тут майонезом вот так полито, ну что это такое? Соленье, вы представьте, у дотеров соленье на столе, холодец, салаты, Новый год, куранты. А тут еще знаете, что есть? Смотри. Оп, ты берешь кусочек мяса, горчичкой помазал на бутербродик и... Оп. Горчичку мне. Делаем контент. Даяна накладывает еду. Ого, реально ты много ешь, Даян? Ну, Даян, ну серьезно, ну нельзя же так. Смотри, еще один шкаф открывает. Потом еще возьму вторую тарелку. Это Даяна, ребят, вы ее точно помните с прошлого эпицентра? Даян, И, кстати, Ты попала в наш влог. она у нас опять вот нам помогает, хендлерит этих ребят наших. Вот. Да, но ест она, конечно, за всех пятерых. Ладно, у нас же все-таки не фуд-блог, да, у нас спорт-блог. Поэтому мы сейчас идем к игрокам и покажем вам, как там устроен наш практис и откуда будут ребята сегодня играть. Это наш практис. Сейчас парни там что-то там обсуждают, вы понимаете. Пройдем быстро туда, в ту комнату, быстренько. Нам впервые, наверное, за долгое время дали практис, в котором 2 комнаты. Вот эта комната, в которой мы будем ждать ребят, пока они будут нам играть. Мы здесь будем чилить и смотреть игры. Здесь есть диванчик, есть стол, бардак на самом деле, ну, потому что это мы. А вот если одним глазком посмотреть, сейчас парни разбирают там реплеи, смотрите. Все, ребята, все. Переходим к спортивной части. Хватит с нас обзоров отелей. Полным стеком, по-прежнему с Аегисом. Мидван сейчас за Регенинском прилетит на Ремнанте. Но можно Близи еще раз попытаться ворваться. Она, как ты сказала, Медуза ворваться не очень хочет, учитывая, что там Аегис. Ну, врыв на Медузу, подманить. Но это Аегис, она Медузу просто уничтожит. Станет Эклипс, больно. Как сказать больно, да, ладно. Я на секунду показал, что больно, а потом там 200 хитпоинтов. Это как Мейлсторм. Мейлсторм, когда видит Эклипс, он начинает просто орать. Ну, он прям, он просто орет, когда видит этот Эклипс. Ну, да, тут, конечно, Нави вообще... Эклип, Magical кстати, 3 секунды блинк. И не успевает. Полетели с Global. Мат оставил моментально. Ниша идет просто дальше пилить руками Magical. Ставит Супернова. Отлично. Врывается. Моментально в его юлу. Он дал свой необходимый контроль. Кускара убили. Взрывается Чу. На лоу хп находится. Манки Кик. Его можно убить. Ниша пытается жить. Как же круто ворвался Близи.
использует смоук. Странный на развороте Близи. Шикарный врыв по двоим. Брюмастера контролирует. Тут еще и дерево ломается. Как же неудачно получилось. Убивает Нишу. Ниша байбэк. Дай байбэк. Бликаут. Нави. ГГ. 1-1. И 2 надобили. Хорошо, Близи врывает. Отлично. Гарандаенко законтролировали. -2, -3. Не узнаю Мидвана. На развороте. Манки Кинг. Шикарный ультимейт может быть. Да, есть ультимейт. Фантомка выбили. Аегис пошел катаклизм. Больно. Но никого убить не получается. Мэджикл выкупается, но только что погиб. Мидван продолжает бить под кольцом. Очень много урона. Врывается Кристаллайт. Крит прокает снова на что земля. Кристаллайт телепорт успеет или нет. Даблкибардист, герой с байбека. 45 секунд ГГ. Нави были близки. Нави был момент. Что это такое? Все, драка уже проиграна. Ну зачем? В Куда? смысле, куда вправо? Ты между на базу? Я хотел... Я просто не понимаю, зачем мы вообще летим. Я Так, тоже хорошо. сейчас не вижу. Ну, в том плане, что ты просто полетел, Смотри, и ты говоришь... Смотри, я когда уже стою. Ну. И кто потом полетел? Когда я уже погиб? Не, молодцы. Да. Т2, Т3 там. Шайн сделал, чтобы мы вместе... Вот, смотри, вот допустим, Так. вот ты вот нажимаешь ТП, например, гота тавр дефить. Куда ты хочешь, чтобы я полетел? Я могу прямо сейчас... В смысле, ты можешь Шайн, Т3. Ну, я лечу на Т3. А просто забить на пачку крипов. Ну кто знал, я типа не ожидал, что так будет. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record. Мы пришли в гости к англоязычным комментаторам. And I'm not surprised. Like, not to knock on forward, they haven't looked great. Not gonna lie, but That's dangerous. Challenge though. Oh, can we go into take one of Sheever's phones. Highlight of my day today. Sheeves, first off, has 2 phones. more? That is 3 dead on the side of Forward Gaming. 4 dead. I don't think that MSS is gonna live here either. That's a team wipe, and GG is called 22 minutes is all it took for PSG LGD to get the victory over Forward Gaming, meaning they get a 2-0 and that this series is done. Yep. На самом деле, обычно в отелях во время групповой стадии все находятся здесь, кастеры, весь продакшн. Ну, обычно в отелях. Но в этот раз все перенесли в арену, и здесь вот только горсточка этих англоязычных комментаторов сидят. Ну и игроки играют по практисам. В отеле нет никакого движника, все сидят действительно по своим номерам и занимаются. Поэтому я тут пыталась найти себе занятие, кого-нибудь выцепить, но завтра. Все будет завтра. Перерыв между играми. Мы идем к парням в номер и посмотрим, как у них что устроено. Да нету тут Близи. Близи? Ладно, идемте к нам. Так будет. Если он гол. Близи? А, умоется. Все. Ладно, идемте к нам. Вдруг у нас Близи. Ну и что, как вам жить друг с дружкой? Как тебе жить? А что вы меняетесь? Кстати, а что вы меняетесь? В смысле, мы не меняли? Ну вы уже привыкли, ты же уже привык с чувашом жить. В смысле, на буткемпе я с ним жил. Понятно. Ну с ним страшно жить. Почему? Потому что он ночью разговаривает и встает. А что он говорил последний раз? Я не знаю, что он говорит, это непонятно. Что интересненького у вас тут есть? Что можно показать? Ничего, вот бары интересно. Вот стол. Стол. Видишь? Вот здесь мы распики. Так, ФП. Это ты, Гуччи Ген? Ничего себе. Это я. Хорошо, хорошая вода. Можно? Там можно. И кости можно и нет. Да. Ладно, еще давай разок. Ты в глаз попал. Прости. Я как прихожу к психотерапевту, ложусь и говорю, вот, Идан, психотерапевт, я болею за Нави с 2009 года. И вот мы приехали на турнир, а Нави вот опять проиграли игру. Ты ее убивать будешь, подушку душить? Это не психотерапевтические методы. Первый у меня Кэрри купил 2 ПТ, 2 тапка. Вдумайся, для чего? Он аргументировал это, типа, 2 ноги, значит 2 сапога нужно купить. Я видел Топсона, он играл на кунке, он собрал 2 ПТ, я думал, это, ну, по фану. И потом вот он пришел, рассказал, но я начал тестить на каких-то героев, ну, на Трубеде больше всего понравилось мне.
Сначала было 2 топора. Два топора, это случайно. Вот я пришел ночью к Владосу. Вот все уже спят. И я с гениальной мыслью, они же всегда рождаются очень поздно. И я такой: Владос, просыпайся, у меня и гениальная мысль. Я включаю свет, ему говорит: выключи, я хочу спать. Я говорю: гениальная мысль. 1380 золота, 400 статов. Подумай, вообще, 30 дэмэджа, это... Я пошел тестить на разных героях. Сразу же. На следующий день. Ну, я подумал, на ком можно это. Пока 3 героя только придумал. То есть сейчас в чатике будут писать: Кристаллайз, выкинул золото, тапок, кикс, нави. А на самом деле, типа, я уверен, что скоро это будет не мета. Сверхразум. И вот Владос, ну якобы Владос. Я останусь в тенечке, типа. Нет, ты Владос... теперь войдешь в историю. Нет, а Владос покажет нью-мету. Еще там, короче, на инте будут говорить, что еще там, на мегафоне, вот, в прошлом году, в 18-м. На том самом великом мегафоне. Кристаллайз предложил 2 пота. Скоро будут узнавать и говорить: это же Идан 2 сапога. Ты Барда? Назови, что Барда против. Можно ворваться в Солыча. Солыч пытается на Диварди, Санрей, горит. Ходить ближе опасно. Близи может запрыгнуть. Солыч сейчас, по-моему, догорит. Да, Спирит и Соло сгорает. Ворвался Паша. No One ставит ультимейт. Нужно поломать очень быстро яйцо. И они это сделают. Агро никакого нет. Яйцо рассыпалось. На вейве заходит сюда Морфлин. Горит в это время Magical. Поэтому очень быстро слетает рефракшн. Так и есть. Прыжок. Можно заткнуть Либардой. Близи пока жив. Скоро ли будет Агр. Можно зарубить Пашу. Повышенный ему в спид. Потянули сюда еще и Ноуана. Роджер находится в хайграунде. Понимает, что Ноуану здесь не помочь. Кейпа, потому что, напоминаю, он без байбека. Паша стан со двоим Паша тоже без байбека. Он без байбека. Пытается манкикинг, что хоть что-то сделать. Ставит круг. Близи может здесь покинуть. Близи. Кристаллайз. Пошел сырок. Спрятался в Shadowblade. Ну и на этом как бы все. Рамзес еще хочет подраться. Взрывается здесь и пак. В итоге good game, пишет No One. Да, первая карта в копилку Нави. О! Вот этот разговор. Вот это да. А мы хорошо, да, поспали? Да. Работает же. Ну, работает схема. Мы спим, побеждаем. Надо, главное, на второй карту споем, который спим. с храпом таким. Солыч спрятался близи, застанет не получилось, Соло убит так быстро, но вот тот самый Андайм. Врыв пошел, Феникс ставит яйцо Брошпит, его не получится поломать, минус Мотлик, это даблкил от Мэджикала, но вам пытается лично сражаться, нажимает Медузу, но Ван погибает, Паша отсюда тоже ни в коем случае не уйдет, Роджер пытается улететь, но урона хватает, Врыв пошел близи, застанили Мотлинга, пытается его зафоксить, ракетка у него стоит, Рамзес превращается в гирокоптер, пытается отстреляться, Кристаллайз много дэмэджа, но Ноуана отсюда не отпустит, скорее всего, он поднялся в Ю, какой-то сейф будет, нет, байбека нет. Солыч отбегает подальше, бараки начинают падать. Феникс, очередной круг, Близи ворвался через даблэш, пытаются убить Морфлинга, ракетка залетает, не выпускают из стана, пока висит Глиммер. Кстати, что остался без маны, Китабр вырывается просто в сейф-зоне. Вот как бы, что с ним делать? Ничего не Возвращается Рамзес в морфа, подрубает этого самого морфокоптера. Но, к сожалению, мега-крипы уже случились. С этим ничего не удастся сделать. Еще одна тамба. Дезморалящий Горн. Good game, пишет Роджер. Да, и Нави со счетом 2-0 обыгрывают Virtus.pro. Твои эмоции. Класс. Да нет, ну реально классно, победили, весело, задорно. Все Ну, хорошо. сложновато было в последней игре. Сложновато было против Сика. Но вот именно началась игра, 10-я минута, вот уже чувствовалось этот На Сикре. advantage. Нет, против ВП вторая игра, advantage чувствовался, и было легко играть. Нормально, вы развалили это На душе. А Да. вот как вы так next level сыграли, а? ВП плохо сыграли. Ну не то, что плохо, но не самые подготовленные были. У вас следующий соперник Liquid. Это вообще мощные ребятки. Чё Страшно, конечно. Вот заходишь в лифт, я тебе говорю, Liquid, Secret, все едут туда заходить, вообще самоубийство. Опа, смотри, какие люди здесь. Здравствуйте. Да, Извините, здравствуйте. Привет. Слушай, Ромчик, ну мы в Венерах. Ну, это замечательно. А, все-таки дожали? Дожали. Хорош, вообще красота просто. Мы рады, я рада. Я вижу. Не, я ехал, я в пути, я смотрел там примерно за результатами, а потом приехал, и вот ты так радуешь. Класс.
Ну это неплохо, завезли, неплохо. Ну занимайтесь дальше, не буду мешать. Чу, ну надо, ну все, завтра беремся, хорошо? Да, сцена, ликвид. Все будет хорошо.